Приветствую вас, мои немногочисленные, но оттого еще более дорогие подписчики и просто те, кто смотрят эти видосы. Друзья, сегодня выпуск, который знаменует начало новой эры в этой карьере. Выпуск, в котором я подведу итоги предыдущего сезона, хотя там, в принципе, кто смотрел прошлый видос, было уже понятно, да, что Минская Динамо станет чемпионом, либо как минимум пройдет, скорее всего, высшую лигу. Так и случилось, скрывать нечего, не будем оттягивать. Сегодня немножко про предыдущий сезон, трансферное окно и начинаем новый сезон. Что я решил? Первое, поскольку монтаж, как оказывается, вообще не влияет на количество просмотров, их и так мало, в принципе, поэтому я принимаю решение, что нахрен монтаж, буду просто снимать этот сезон без монтажа и выкладывать. Второе, я подумал и, наверное, решил, что, в принципе, наверное, скорее всего, я весь сезон сниму и выложу, то есть по 2 матча в выпуске, просто играем, смотрим, что происходит. Ну и теперь давайте по очереди переходим к тому, как завершился предыдущий сезон. Как вы видите, Минская Динамо стала победителем первой лиги Советского Союза. Стали мы не просто победителями, это был сезон unbeaten. Мы набрали 100 очков, сделали рекорд лиги. Число поражений 0, вот вы можете видеть. Сезон оказался сильно проще, чем я думал, но опять же оказался он сильно проще, потому что мы достаточно действительно неплохо поработали на трансферном рынке, чего уже не скажешь. Так эффектно у меня, наверное, не получилось перед высшим дивизионом, но надо признать, и тут сходу не соберешь такой состав, чтобы рубиться. В Советский Союз, высшая лига, высший дивизион, снова выиграл Шахтер, Зенит, Динамо Киев, Локомотив, Зенит, вот команды, которые рубятся, собственно говоря, за верх. Из белорусов остались только мы, как есть, будем пытаться за что-то зацепиться. Наверное, давайте перейдем на вкладку трансферы, я вам покажу, что, кто, куда и как. И вообще произошла интересная ситуация, что я собирал состав, дали мне там порядка 4 миллионов долларов, плюс лям получился на зарплатный бюджет. 20 почти нам упало за выход в высшую лигу. Это чтобы вы понимали, как вот в этом патче устроен Советский Союз, чемпионат. Это прилично, я считаю. Вот. И я собирал себе команду. И когда перешел уже в высший дивизион, пришло новое условие. И оказалось, что можно зарегистрировать только 12 иностранцев. До этого не было лимита. И тут я, конечно, немножко подохренел, потому что у меня к тому моменту было уже побольше ребят, и пришлось сливать и Пашалича, хотя он неплохой сезон на самом деле провел. Вот этот. 10 голевых передач, 5 голов. Хороший парень был. Халка я отпустил по той же сразу причине, потому что понял, что, ну, тут еще за лям 600, это хороший трансфер. Надо признать, пока, в принципе, по трансферам я достаточно зарабатываю, в принципе, на всех продажах. Сибалис, который так и не нашел себя в нашей команде, тоже ушел. Видите, да, пришел бесплатно, ушел за 300 тысяч, у нас тоже, собственно говоря, особо не заиграл. Плотникова слили. Это я вообще не знаю, откуда такой товарищ у нас был. Видимо, из аренды кто-то возвращался. Швецова отпустил я, потому что, ну не будет он играть. Ну, просто не будет. А места мало. И Юсова слил, потому что тоже некуда. В принципе, Юсов выпал как из основного состава. Давайте, наверное, пробежимся по трансферам. Вот такого товарища я приобрел, уже готовясь к новому сезону, уже понимая, что у нас будет следующий сезон. Пришел он к нам, по-моему, за бесплатно, да. Хороший парень, конечно, по физухе он слабенький, но надеюсь, что остальное будет компенсировать. Бистрович пришел еще в прошлом сезоне. Левый защитник наш, тоже в прошлом сезоне. Диае я в итоге выкупил в последний день трансферного рынка, который был под большим вопросом. Боуэн, ну его я пытаюсь продать, но никто не забирает, к сожалению. Это тоже игрок, которого я, Фриденсон, пригласил в конце прошлого сезона. Он за нас отыграл неплохо на самом деле, на разных позициях.
Это наш основной вратарь был. Ну и, собственно говоря, да, остальные уже в прошлом. И вот Кейта мы приобрели на фри, он у нас играл в аренде, и пришлось полсезона без него в итоге побегать, но зато на фри. Надеюсь, что он на правом фланге поиграет. Мейерхофер, правый защитник, и, наверное, он теперь будет с Кравченко биться за основу. Заболотного я выцепил за 500 тысяч, и поэтому, собственно говоря, и продал Юсова. Ну, Заболотный объективно выглядит сильнее, хотя посмотрим, как он сыграет. В ЦСКА мы видим, у него ничего не получилось. Вот такого товарища я вырвал в аренду. Вот это вообще удивительная история. Там я убирал галочку в трансферном рынке. Тех, кто не пойдет к нам, и предлагал много кому зацепиться, и товарищ каким-то чудом, мы там много платим за эту аренду на самом деле, но он согласился, и вот он теперь в составе. Это, считаю, самый топовый трансфер, который только возможен в Минское Динамо. Смотрим дальше. Это наш центральный защитник, тоже на заменку. Если мне память не изменяет, нет, за миллион. Там большая надежда, что он будет расти. Основной вратарь. Я думаю, что это будет основной вратарь на сезон. Он из Советского Союза, что важно. Ну, надеюсь, что будет играть. Итого мы имеем. Стартовать будем с нашей той же тактики из прошлого сезона. Имеем мы то, что имеем. Из старичков, кто у нас остался, собственно говоря, Быков. Из тех, кто начинали, да. Вот еще парня я не показал, но это из молодежки пришел товарищ. И неужели кроме Быкова никто и не остался? Да, похоже на то, что все остальные за 2 сезона ребята, белорусы, имею в виду, расслились. И стартуем мы турнир с игры против Шахтера. Шахтера, который чемпион. И потом Динамо Москва. То есть, скорее всего, дважды отхватываем. Но цель этого сезона отыграть все на видео. Поэтому, в принципе, да, и проблема вот. Сломался мой главный защитник прошлого сезона. Ирланов опять стартует в основе. Да, это неожиданно. Мейерхофер, Кравченко поломан, дисквалификация. Ну, в принципе, давайте прикинем, кого здесь, может быть, надо бы подменить. Это наша будущая, надеюсь, молодежь. Ну, в принципе, как-то так. Сильно не растет Марушич, тоже надо бы его слить. Но Under 23 решил, что этих ребят не буду пока выкидывать, а вдруг пригодятся в сезоне. Ладно, надеюсь, что Ирланов ни кашу нам не испортит. В принципе, вот таким составом, с такой тактикой мы будем начинать. А дальше по ситуации. Надеюсь, что, конечно, мы тут совсем уж жидко не обделаемся на первом матче. Ну и в таком формате, я думаю, по 2 матча просто я сниму этот сезон, и мы вместе посмотрим вообще, как пройдет наш первый сезон в высшем дивизионе. Честно говоря, от этой команды я ничего не ожидаю в плане успехов больших. Надежда одна, что мы не будем биться прям за не вылет, что мы будем где-то крепкими середняками, возможно, близко где-то. Ну, моя надежда такая. Сезон-то расставит все на места. Может быть, будем бороться за попадание в Еврокубки. Это в идеале. Вряд ли мы что-то большее все-таки сможем. Ну, может быть, если там какие-то травмы не будет, если сильно повезет, то может быть, но вряд ли. Ну и, конечно, тоже, да, после того, как мы первый стали, уже понятно стало, что мы выходим в высший дивизион, футболисты начали просить повышение зарплаты. Я вам скажу, ну, понятно, это нормально, когда футболисты просят повышение зарплаты, но условно с зарплаты 8 тысяч люди просили 80. И я немножко подохренел. Поэтому хорошо, что тут с большего у меня все были на длинных контрактах.
Но, возможно, в этом сезоне, когда, или в следующем придет время кого-то продлять, у меня просто не будет денег для таких продлений. Поэтому нужно срочно заваливаться в Еврокубки, чтобы нам увеличивали трансферный бюджет, и тогда уже потихоньку, набивая репутацию, собирать хорошую команду, еще более сильную. Ндиае, конечно, сейчас убежал красиво, но... Блин, плохую передачу дал, там-то быстро сейчас мог воткнуть. Основная, я думаю, слабая сторона наша будет центр обороны. Хотя... Может быть, не так все будет и плохо. Первый тайм держимся. И держимся причем по счету и по игре. На выезде. Это, ну, пока радует. Надеюсь, что мы как-то вот стартанем более-менее нормально, а дальше уже... будем накатывать по сезону. Я всегда плохо стартую. Ну, кроме прошлого сезона Unbeaten, там-то все понятно, да? Обычно плохо стартую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вспомнил я то, что делал в прошлом сезоне, да, и получаем в контратаке. Ну, тут совсем разный просто у нас, конечно, уровень... Совсем разный уровень у нас по составу. Ну, прям, у нас хороший, плотный, такой средний, крепкий состав. Но у Шахтера он просто какой-то космический. И понятно, что когда есть возможность 12 иностранцев иметь, то, в принципе, можно состав собрать хоть Реал Мадрид, ну, то есть, или там Сити, да, в основе 11 игроков как минимум. Так, конечно. Обидно, обидно. Ндиае бьет, перекладина. Могло бы быть повеселее. Будем пытаться добавлять. Да, собственно говоря, скорее всего, нам придется играть в еще более атакующей манере. Я не тот тренер, скажем так, который будет пытаться, который будет пытаться сохранять какие-то ничьи, там еще что-то. Ну ладно, что делать. Я тот, кто будет максимально играть вперед. И лучше проиграть из 5 матчей 4, но взять одну победу в атакующей игре, чем выцепить 2 каких-то или 3 ничьих на те же 3 очка, но там с мучениями и прочим-прочим. Я за игру в атаку. И нам объективно придется в нее играть. Мы не будем доминировать, но это все равно будет быстрая атакующая игра. Ой, какой момент! Орловский мог бы открыть счет голам. Плюс понятно, что придется сейчас перенастраивать где-то тактику, которая, блин, создавалась еще во втором дивизионе. Сейчас уже высшая лига, здесь другие соперники. Потихоньку что-то будет подкручиваться, крутиться. Я надеюсь, что все получится. Ну, давайте еще пенальти получим, нет? Головой. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Поздновато, возможно, я перешел на 2 нападающих. Может быть, стоило пораньше. Ндиае, ну парни, надо такие моменты забивать, конечно. Имея своих 9 ударов, ну хотя бы 10, хотя бы 1 воткнуть могли бы. Собственно, что и говорит. XG 1,5 Шахтер, 1-1 у нас. Но Шахтер реализовал свои там 2 момента просто идеально. Не скажешь даже, что сильно оборона провалилась. Просто, ну, идеально они реализовали свои шансы.
Да. Да. Вот такой старт. Я думаю, сезончик будет ого-го по итогу. Надеюсь, что вы все вместе со мной его будете смотреть. Первый будет точно тяжелый. Ну, плохо, что мы стартуем с сильнейшими соперниками. Оно же часто бывает. Сейчас проиграем пару матчей. И потом будет очень трудно с теми, кто равен, набрать. Потому что все будут не в форме, не в морали и прочим-прочим. Не в ресурсе. Накидали нам авоську. Ну ничего, как есть. Товарищ провалил у нас. Вот это да. Единственный, кстати, кто в этом составе на самом деле подходит по уровню команды противника, и он хуже всех сыграл. Ну или один из худших. 6-4. Ну Ирланов провалил, Боуэн, Кейта, короче, провалили все. Или почти все. Заболотный, ё-моё. О, как Ерланова сейчас просто. Ну тут прям, да, защитник не потянул от слова совсем. Смотрим повтор. Ох, как же он плох здесь был. Ладно, принимаем как есть. Ну что, возвращаемся, собственно, ко второму матчу и смотрим, что у нас получится против одноклубников из Москвы. Ну что, возвращаемся и будем пытать счастье в матче с московскими динамовцами. Конечно, совсем не в кассу нам такой старт сезона в плане соперников, но с другой стороны, это высшая лига Советского Союза, тут в принципе не должно быть легко. Это ж вы поймите, это для Минского Динамо, это даже не РПЛ, да, где там много непонятных команд. Это команды из всего Советского Союза. Здесь, ну, топы: Киев, Шахтер, Краснодар, Спартак, Локомотив, Зенит, ЦСКА, Москва. Ну, в принципе, да, с остальными тут мы должны вошкаться, но мы с ними не стартуем даже, к сожалению. Так, восстановился мой, вернее, вернулся. Хорошо. Смотрим на состав, пытаемся понять, что здесь можно поменять. Что здесь можно поменять и на кого. Ну, особо ничего и не подергаешься. Поставил я более прямолинейный пас. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что все-таки ну, мы хотя бы не проиграем. Надо начинать собирать очки, потому что вот так вот старт, если провалить очень сильно, то потом может быть тяжело. Я понимаю, что как бы задача у меня там чуть ли не на 3 сезона вперед просто не вылетать. Но моя личная задача, конечно же, Еврокубки. Ну, а когда уже будут Еврокубки, тогда, возможно, при деньгах каких-то мы уже можем говорить о... Перейдем на развернутый, да. Мы можем говорить о каких-то там амбициях. Ох, штанга. Об амбициях на там победу в Кубке, либо в чемпионате. Но, конечно, сейчас никаких туда шансов нет, но задача играть, получать удовольствие, надеяться, верить, развивать команду. Пока у меня получилась какая-то немецкая команда. Так вышло, что очень много футболистов оттуда достаточно по деньгам недорого приходили. Даже очень недорого, дешево. И при этом футболисты приличного уровня, такие равномерно развитые.
Ай, Бородин, ну блин. А, вот, я называл Быкова, да, что из тех, кто остался. Бородин, конечно, с первого сезона. Ну как так? Ай. Да. Вроде бы и неплохо все было, и все равно пропустили. Я не спорю, я сам сказал, что я буду играть против сильных соперников все равно в атаку. В надежде, что мы там из 3 матчей... Есть! Это ошибка вратаря. Бистрович великолепно пробил. Круто, круто. В надежде... Ну, то есть мне интереснее вот такое смотреть, чем пытаться там ничейку отстоять. Но хорошо, если оно хотя бы такое. Потому что так, как было в матче с Шахтером, Шахтер, конечно, показал, кто мы есть и где наше место в противостоянии с таким соперником, как Шахтер из Донецка. Как сейчас мяч-то взял московская Динамо под контроль? Товарищ. Боуэн. Хорош! Я надеюсь, в высшей лиге... Блин, отмена. Ай-яй-яй-яй-яй. Но здесь тоже нет видеоповторов. Это хорошо. Бесит они меня в ФМ, если честно, вообще максимально. Минхофер. Только хотел похвалить, сказать, что видно уже, что игрок достаточно приличного уровня, что он будет нормально играть. И тут же он забрал хорошо мяч и отдает противнику в ноги. Такие ошибки пока очень детские у нас. Видимо, где-то под прессингом наши футболисты не справляются. Боуэн из глубины. Бистрович. Ух, как Бородин сейчас пробил. Стендера навесил на ближнюю, но, к сожалению, там противник сделал свое дело. Слушайте, по статистике сейчас обратил такое внимание, опустил глаза просто. И мы-то и лучше, мы лучше. Но по ощущениям, конечно, у Динамо московского атаки проходили серьезнейшие. Хотя их было и немного. И 2 игрока у нас на карточках. Ну, этот матч явно мы проводим сильнее. Мы играем дома. Сейчас попробуем что-то. Ну, поехали. Второй тайм. Буду играть на расширенных весь сезон, вот так по 2 матчика, чтобы вы прочувствовали вместе со мной. Задача этого сезона именно вот прочувствовать первый сезон за Минское Динамо в высшей лиге. Высшей лиге Советского Союза. Дальше уже будет по ситуации. Я думаю, что пойдут там усиления составов потихоньку и станет где-то проще, и поэтому уже не обязательно это будет. А вот здесь, я думаю, в этом сезоне может быть много эмоций, чувств за каждое очко, за каждую победу, поражение. Товарищ! Ох! За каждый трансфер вот такой с первого сезона тяжелейший. Напоминаю, что московская Динамо стала в прошлом сезоне, по-моему, то ли 3-ми, если мне память не изменяет. Поэтому это серьезнейший соперник. Серьезнейший. Против которого мы вот сейчас вот так опасно играем, что меня аж не по себе становится. И почему нам так много показывают? Много, слишком много. Мне становится страшно. Кейту заменим на здорового парня. Фух. Попробуем вместо Стендеры выпустить нашего молодого... Блин, не того выпустил. Ну ладно. Так. Вот я тут кое-что хотел. Вот так. Сделать. И вот так.
Да, ну и травмы на старте сезона, конечно, совсем не в кассу тоже, я повторюсь. Каждый на вес золота. Быков тот же, все нужны, вот даже банальную замену Бистровичу сделать, потому что он на желтый, мне приходится там вот выпускать молодого пацана, ну, в матче с московским Динамо, вы ж только вдумайтесь. Вот, молодой парень, беги, почему нет, нет, нет! Блять! Какой пиздец! Навал за 10 минут. Ну, блин, вот этот матч уже обиден, потому что мы по игре, ну, если не сильнее, а мы не сильнее, допустим, да, то мы точно не были слабее. Это равный матч был. Но одно очко с московским Динамо это было бы неплохо. Но, как видите, пока упускаем. Да, что, пенальти не было? Ай-яй-яй. Нарти бьет, но, увы. Не получается. Упускаем мы, видимо, ничью. Диае. Что он пробил? А, во вратаря, мне показалось, вообще выше. Я думаю, что это как? И Нарти бьет на последней минуте мимо. Ну как же так? Ну, это достойный матч. Посмотрите на статистику. Мне не стыдно за нашу команду. Мне не стыдно. Но, увы, вот так бывает и в футболе, что парни выкладывались, парни играли. Играли точно не хуже противника. Точно не лучше. Хоть и статистика лучше. Это равный матч был, но 1-2 мы уступаем. И вот за этот матч мне больно. Но, наверное, даже и ругать я не буду. Наверное, в этом сезоне еще много боли придется получить. И сыграем мы еще один матч, потому что я надеюсь и не хочу выпуск завершать после этого матча. Он дал мне немножко оптимизма. Завершать на поражении. Поэтому дадим шанс команде и сыграем еще один матч. Возвращаемся. И сегодня матч у нас двух команд в зоне вылета. Это Пахтахор и Динамо Минск. 18-19 место. Надеюсь, что мы начнем с этого матча исправлять нашу позицию. Диспозицию, назовем это так. Снова тот же состав. Кроме Кравченко подтянули нам попробовать, да. Но Китай действительно плохо отыграл два первых матча. Диае был не так уж и плох. Наверное, да, будем пробовать дальше по ситуации. В принципе, все, тут нечего говорить. Надеюсь, что того запаса, который был у нас в прошлом матче, запас был по игре, должно хватить на данный матч. Поехали. Ну вот про что я говорил, да, опасность максимальная в чем заключается, что вроде бы как мы были хороши в одном точно из двух матчей с сильнейшими соперниками. Бородин! Ай-яй-яй. И, соответственно, мы Пахтахор должны были бы разбирать вообще без проблем, по идее. По составу, по тому,
кто мы есть. Но после 2 поражений уже не так ты уверен, и команда, с учетом, опять же, трансферов, что команда обновилась, что вот можно и по Хтахору влететь, тем более на выезде. Ндиае, в прошлом сезоне Ндиае ни 1, ни 2, ни 3 таких мяча забивал, когда просто за спины он вырывал верховую борьбу. Бородин пробил. Вырывал верховую борьбу и убегал 1 на 1, забивал. Силен он был, силен. Мейерхофер. Навес. Бистрович, Боуэн. Товарищ. Ну взялись, ребята, с первой минуты. Но нет, но нет. Пока душим просто. Вообще никаких шансов. Товарищ. Кравченко, Бородин. Боже мой, да что же мы тут уже делаем? Забежать в ворота с мячом уже, по-моему, футболисты пытаются. При том, что есть Ндиае, который может выиграть вверх. Бородин, что творит? Куда он бьет? Который раз? Он отлично вроде находит позицию, он теневой нападающий, но почему-то пока на старте. И вот вам опаснейший момент у Пахтахора. Первый удар и сразу в девятку, по-моему, мяч летел. Хотя 0.02 XG нарисовал компьютер, но это смешно. Там реально вратарь тянул просто из девятины. Кравченко. Мирхофер. Бородин. Да что ты будешь делать? Ндиае. Ну же! Ну, боже мой, ну завершайте, парни. Киевская Динамо идет первым, если что. А Шахтер потерял очки, да, 5 очков только, то есть 2 ничьи и победа над нами. Вот так. Полагаю, что там Киев их... ну, грохнул. Нет, значит, никто не грохнул, если 2 ничьи. Так, собрались. Боуэн. Мирхофер, добежать кто-нибудь вперед будет? Почему игрок Кравченко? Ты вот, это твоя задача. Ты крайний атакующий полузащитник. Атакующий. Уже товарищ прибежал забивать, бьет кому-то в загривок. Но нет. Так, музыка, блин, будет или нет? Спасибо. Спасибо моему музыкальному директору. Ндиае, ты-то что творишь? Бородин ужасен. Но оценка 7,0. Я не понимаю, какой он счастливый, довольный. Спокоен стал. Что с ним не так? Ну, мне он не нравится, честно. До перерыва, конечно, менять мы его не будем. Это перебор, наверное, был бы. Ндиае, пошел, сам. Они просто не знают, как воткнуть мяч. Они делают все, они проходят поле без проблем. И потом упираются просто в то, что не получается забить, просто решить момент. Это я такого и не видел-то до этого. Но мне кажется, это тоже связано с тем, что вот мы проиграли первых 2 матча. И типа... они не в форме. Мейерхофер. Головой. Сделаю чуть-чуть шире. Мне не нравится, что Мейерхофер оказывается в позиции почти штрафной. Это не совсем его позиция. Пошире он должен играть. Бородин подхватывает. Ой, какую передачу он сейчас пытался вырезать. Да, не вышло. Ну как же это классно выглядело. Товарищ. Это товарищ в одиночку должен рвать такие команды, как Пахтахор. Надеялся я, что будет сейчас ошибка на выходе Суюнова, но, увы.
Сейчас как бы ошибка возле наших ворот не произошла. Да, ну, мне вот очень грустно наблюдать этот тайм, в том плане, что все опять хорошо, но мы не забили. 19 ударов, 8 в створ, и мы не забили. Это очень печалит меня. Опять нет ошибки от Суинова, к сожалению. Зато что происходит по центру, блядь, нашей штрафной? Кравченко, беги. Беги, я прошу тебя. Беги и навешивай. Товарищ. Мне кажется, он сегодня сам в ворота забежит. Просто, ну, я не знаю, как это по-другому оценивать. Что с центральным защитником? Нет, ты кто? Нарти, что не так? Ты, блядь, был топовым защитником в прошлом сезоне. Дважды уже провалил центр. Так. Есть мысли. Это раз. Пара-пара-пара-пам. Это два. И тогда, может быть, вот даже так. Ну, должны додавить. Ну, я не знаю. Это будет мега обидно, несправедливо, если мы не додавим. Это такой матч. А еще хуже, если не то, что не додаем, а сейчас влетим. Бля. Бородин, да сколько ж ты можешь моментов запороть? Ответ, правильный ответ, все. Ладно, сейчас будет шанс Заболотного и нашего норвежца. Бля, ну в таком моменте не забивать. И оценка при этом хорошая у парней, то есть они играют неплохо. Ну, поехали. Товарищ сам! Я думал, побежит вперед. Ну, там очень читалось, что он просто перехватывает и бежит до чужих ворот, но нет. С Нарти какая-то беда, он за спину просто раз за разом пускает, и я не понимаю, что с этим делать. Будем менять, потому что, ну, игра реально показала мне 3 момента, где просто за спину Нарти мяч улетал, и... Ну, что это такое? I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with the... Я, кстати, этого Осифа, которого сейчас выпустил, купил на фри. Есть! Есть! Заболотный. Я его купил на фри. Пришла статистика в конце сезона. 50 топовых там молодых дарований Европы. И вот он был одним из них, там 30 каким-то, я просто всех листал, всех там пытался за какие-то копейки купить, никого вообще не получилось, а у него был свободный этот самый контракт, и он согласился. И я такой,
Ну, ладно, а почему бы и нет? Опять вратарь тащит. Наверное, мы все-таки попробуем чуть-чуточку притормозить наши усилия, но только очень чуть-чуточку. Все-таки боюсь я, что... Ох, как Хендвокер вышел на замену. И сразу же имел момент на просто 100% голевой, но, увы. Там, по-моему, 10 человек сейчас на мяч прыгнуло. Налево, на фланг отдай, пожалуйста. Нет. Он переводит на противоположный и убегает, увы, в аут. Так. Да, конечно, мои центральные защитники вот в дивизионе ниже просто были такими топорями. Они там выжигали. И тут как-то уж совсем не так все весело получается. Хендвокер, отлично, товарищ, ну же! Прострел. Ай, бля. Чё? Он с Хендвокером просто вдвоем пасуются друг другу. Два левоногих. Удобно им там на левом фланге. Все хорошо у них. Заболотный! Ух, как он пробил! Слушайте, ну, пока мне он нравится. Свой шанс он использует. Там, конечно, 500 миллиардов раз мог до замены использовать свои шансы Бородин вместе с Диае, но не выполнили. Вот, кстати, да, в плане нападающего у меня есть 3 нападающих, и все, в моем понимании, достойные друг друга. То есть эта позиция закрыта. Заболотный. Как же за спину ему перелетел. Мне кажется, он бы сейчас воткнул, конкретно воткнул бы. Ну, судья, свести, нам нужна эта победа. Мы ее реально заслужили за эти 3 матча. Ну, за 2, ладно, в одном мы... Так, ну вот видим, вот этот за спину не пустил, Нарти пускал. Итого мы понимаем, что Осифа будет у нас центральным нападающим. Заболотный прострел! Кравченко, Заболотный, нет. Товарищ Хендвокер, товарищ... Навес Кравченко, на Кравченко вешают, а он не может выиграть вверх, не может. Да, туда надо было Фриденсона выпустить, мы 3 гигантами могли бы свое брать в атаке. Ну что, друзья, поздравляю вас с первой победой в высшем дивизионе чемпионата Советского Союза. По статистике все справедливо, слава богу, не упустили ничего, додавили. Отлично, это очень хорошо. Будем, надеюсь, набирать потихоньку к следующим матчам. И вот Минская Динамо, 14-я, на 14 позиции завершает этот матч, этот отрезочек наш. Дадим футболистам отдохнуть. А вас, друзья, прошу, подписывайтесь, приходите на канал. И давайте вместе играть, получать удовольствие и надеяться, что когда-то Минская Динамо выиграет высший дивизион Советского Союза по футболу. Всем, друзья, спасибо и до свидания.